Доброе утро, Кавказ! Доброе утро, друзья мои! Сегодня мы с вами отправляемся в ногайскую семью. Я вас познакомлю поближе с этой национальностью. Мы с вами приготовим национальные блюда и прекрасно проведем время. Вы берете хорошее настроение. Я беру вас с собой и в путь, друзья мои! Здравствуйте, давайте знакомиться с хозяйкой дома. Меня Эльвира зовут. Меня Камиля. Это чай попить, гостинцы. Рада познакомиться с вами. Пойдемте в дом. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Да-да, с меня, говорит, начинай, я старше. Ассаламу алейкум. Здесь все нагайцы живут? Нет, я татарка. Татарка? Я тоже татарка. А вы? Нагайка. Нагайка? Это вот мое первое знакомство будет с нагайцами. Самый старший я. Свекровь, да. Как обращаться мне к вам? Тетя Катя. Вот так вот. Тетя Катя говорит ко мне. А? Эльмира. Эльмира. О, почти похожи наши имена. Меня зовут Эльвира. Рада очень познакомиться с вами. Хочу познакомиться с бытом, как живут нагайцы. Покажете? Пока хорошо. Как живут нагайцы? Пока хорошо, говорит. А как татары оказались здесь? Вышла замуж за нагайца, вот, украли. Украли, правда, что ли? Да. Давно украли? Конечно. Когда? Сколько лет назад замуж вышли? В 85-м году. В 85-м? Да. 40 лет назад, 41? Да. А он сколько лет? Мне? Да. 59. 59? Да. 60 будет. Вас что, вообще малышкой украли? Ну да, 17 лет. 17 лет, Да. юная После была. школы, да. Вы откуда вообще? Я с поселка Кеншахар. Это- Моя родина Ирсакон. Далеко это отсюда? Нет, недалеко. Мама у меня нагайка, а папа татарин. А, вы по папе, да, сразу? Я, говорит, татарка по папе свою Я национальность. свою матерью, я татарка. Кто-то что, Силяша, Сейбен, Блес? Конечно. А, молодец. Нарсоша, вообще, какие татарские блюда вы готовите? Ну, блин. Большой шесмы? Конечно. Очень честно. Перевеште, миде, барзатын обширяюсь. Смотри-ка, все делает татарское. А нагайский язык тоже знаете? Конечно. Я больше нагайский язык знаю, чем татарский. Здравствуйте. Спасибо. Как зовут вас? Руслан зовут. Руслан, меня зовут Эльвира, рада познакомиться. Очень приятно. Это у нас хозяин дома, как вы поняли, муж Камилии, с кем? Ага. А это же ваша мама, Это получается? моя мама, да. Все, теперь сегодня я у вас остаюсь один день. Любые капризы за ваши деньги. Есть один каприз, но безденежный. А, Мне сказали, что вы камчи раньше плели, да? я и сейчас плету. А мы поплетем? Нет. Говорит, любой каприз за ваши деньги, как Я сказала, без сказал. денег. Поплетем, нет. Да, как есть, говорю, что? А утром? Садись, говорит, рядом со мной. Қойдан білесіз татарша? Я говорю, татарский язык. Мен татарлармен көрші болып тұрайын. А, мы по соседству жили с татарами. Онда үйрендіңіз татар тілін, да? Кішке бала болып. С маленьких лет там жила, говорит, и язык знала. А сізге неше еш? Мен уже 80. 80. Мен уже қартайдым. Неше бала бар сізде? Міне бір ясым только Руслан. Да, да? Сколько у вас детей? У меня вот один мальчик. Қызым бар еді, өлді. Міне ұлы қалды, ол да сөйлемейді. Татарлармен көп айланғанмын. Татарша жырлайтамын. Жируйсыз ба татарша? Барсын да білемін. Да? Вот это новости. Говорит, я и пою на татарском, если нужно. Татаршада татарлармен көп айланғанмын. Сейчас мы ставим воду на бульон. Вы тоже, что ли, Камиля, татарка, Я получается? тоже татарка, у меня отец татарин, мама нагайка, Ага. муж нагаец, выросла среди нагайцев. Вы смешанные, да, получается? Да, да. В основном нагайцы на каких национальностях женятся? Есть оседлые татары, но фамилия эти семьи оседлые, уже они сколько, несколько. А это фамилия такая оседлая? Нет, нет, они оседлые сами. А, Фамилия оседлые. Мамбетовы, несколько семей, Ага. которые они здесь, и они уже на нагайском разговаривают и приняли культуру нагайского народа. А вы сюда замуж вышли? Я сюда замуж А вышла. сама откуда? Я сама с аула Карамурзинского, Якынмы? Качбейский район Ставропольского края. Это близко же? Это, да, это Ну, не 2-3 часа, да? час. А, час, близко, да. близко. Вас что, тоже украли? Меня, да, тоже украли. А как это украли? Как это?
Ну, Или вы договорились с в ним? 2000-х годах в приоритете было красть невесту. Сейчас уже поменялось, молодежь поменялся, уже сватовство в приоритете Ну, сейчас стало. уж, да, сейчас воровать нельзя, это по закону у нас. Да, уже почти Да. по старинному обычаю, сейчас молодежь начали вот по старинному обычаю сватывать. Сосватывать, ага, сватать невесту. Да, и свадьбу вот уже быстро делают. Детка пойдет. Иксыр вырастет, да? Эксиер, да, они пасутся. Ага, а остальные до вода, да? В полях? Да. Это нагайская порода лошадей? Конечно. Не то, что порода, нагайская лошадь, так скажу. Лошадь высокая, да? Опа, опа, опа. Вот скаковая лошадь, да, у вас? Смотрите, какая лошадь высокая. Ай! Не хулиган. Хулиган, да? Гульсары. Гульсара. Желтый цветок переводится. Да. Это скаковая же лошадь, да, у вас? Да. Вы сами скачете? Да. Красивые какие, статные лошади. Ему 1 год только. Ай, молодой вообще. И куда вы на них скачете? По местным скачкам. Часто у вас местные скачки проходят? Ну, каждый месяц, можно сказать. Каждый месяц? И вы прям призы приносите домой? Прям, да. Что мощное приносили домой? Я не помню уже. Ну, например. Много чего. Ну, что-нибудь большое, что приносили? Не помню, говорю, что... Столько много призов? Да? Оп. Да, они как будто оба молодые, да, резвятся? Ну, это 3 года, а этому 1 Ну, год. молодые, уж молодые все равно. Это американский рысак, а этот местный. Этот американец Локотского хромного завода, я его привез. Американец один нагаец у вас, да? А откуда американцы привезли? Локотской конный завод. Локотской конный завод. И сколько он стоит? 100 ил? Не дешево, вот он. Вот это, да? Это вот американец. Ага, Ну, не дешево это сколько? много. Много? Нормально вообще. Ну, прям типа 500 000? Не-не, Побольше? Правда, что ли? То есть у вас примерно одна машина дома, цена машины, да? Или там 4 приор? Цена одного немца или цена 4 приор? цена не имеет значения, когда люди... Откуда у вас такая любовь к лошадям, Руслан? Ай, там с детства прямо. С детства? А ну гуляй. Сына сажаете? Нет, Почему? не хотят. Не хотят. А сколько у вас детей? 5. 5? И ни один не хочет? А Кызылар что? Кызылар? Девочки? Ага. Девочка одна работает, девочка со мной, это, старшая, пацаны сами. У кого желания нету скакать? А-а. Эх, я бы мечтала, чтобы Вот, меня видишь, я учили. тоже так думал. Ну, давай закроем. Вот это. Расстроились, да, что дети не скачут? Нет, не расстраиваюсь, почему? Ага. А, надежда на внуков есть, да? Вы чистокровный нагаец, получается. Да? Свое, как будешь кому-то навязывать, даже своим детям не можешь навязывать. Родители же нам навязывали. Мне не навязывал никто. Не навязывал? Я А сам. у вас папа скакал? Да? Ну вот же, вы же на папу Харап начали скакать. Ай да, не знаю. Папа скакал, и вы решили, что вы тоже. Может быть. Ну, Что-то я так думаю, что да. вот эти вот моменты с детства у меня желание есть, например. А, Сёдла, вот я не вижу сёдла. здесь седла у нас. Это вы сами все делаете, да? Да, вот тут мини-цех у меня. Это все сами своими руками. Да, вот тут собираю рабочее место. Ты матрасма? Да?
это да. Я ж тебе говорю, вон хозяйка, не я хозяин. Я же спросил, кто камери муж. Я муж, а он хозяйка, она во всем. А у вас что, Нагайцев жена? Матриархат? Да? Да. Прекрасно. Нагайцев не Это знаю. роскошно. А у вас в семье конкретный матриархат, да? Камила хозяйка, да. Она всем правит. Я Чтоб не шучу. сгладить. Пускай так и будет. Когда человек уверенно может пошутить на эту тему, понятно, что в семье здоровые, нормальные отношения. Да. Что это и не матриархат, и не патриархат. Что это адекватные отношения. Да. Поэтому... Это жизнь. Вы только седло делаете, ма? Все, что связано с лошадью, вот это вот вся. Ага. Все я делаю. А кто подковывает лошадей? Сами Я или сам. сам прям? Ой, молодец какой. Кожу откуда берете? Сам делаю. Выделываете сами кожу? А уже перепродаешь. Ну-ка, руки свои покажите. Вот, вот, видите, вот так выглядят золотые руки, который сам все делает. Меня прям Чем? удивили. Ну как это такой золотой человек на коня скачет, сам подковывает, кожу сам выделывает, сам седло делает. Элементарно. А дома еще и жена главная. Элементарные вещи. Же Камила любого заставить ее, наверное. Да? Конечно. А татары такие, у нее же татарская кровь. Вот татары Вот, такие. Видишь? А как вы с ней познакомились? Короче, у нее в ауле я свою фотографию повесил. Зачем? Объявление написал, ищу подругу жизни туда-сюда. Ага, И ага. она нашла вот И позвонила. фотографию мою забрала. Я поехал, думал, это умою лицо там туда-сюда. Смотрю, нету фотографии. И она показывает мне, ты попался. То есть, если судьба, даже адрес не нужен. Да, конечно. Она найдет тебя. Ну вы же сейчас шутите, что фотографию оставили? Я-то поверю. Ну а как вы ее увидели, сразу влюбились? Не знаю, как это называется. Вот это Давно скромность это было. Давно называется. это было. Сколько лет вы женаты? 26 лет. Когда была свадьба? Зимой. Ага, месяц. Не помню. Год? Не помню. День тоже. Вас? Спроси у нее, что меня ковыряешь, Её поставь. спрашивай, я чего ты живот. меня ковыряешь? У нее спроси. Не надо на А когда такие день вопросы. рождения у жены? Не знаю. А как узнаете, что у нее день рождения? Зачем мне это такие? Подарок дарить. Да, я подарок хватит ей. Куда Вот так. больше, чем я, какой еще подарок ей? Вот ты мне скажи. Думаете? Я так считаю. Пока мы знакомились с хозяином дома, с его ремеслом, здесь уже мясо прокрутили, лук чистят. Сейчас я руки мою и вспоминаю, куда я кинула фартук. Я вижу, у нас здесь большое количество мяса. Помыли бушульпаганом? Да. Столько много. А татары так не варят? Варят тоже. Вот. Татары самое мясо вот это и едят. А казахи говорят, что они самые мясоеды. Кто, казахи? Казахи, как думаете? Я думаю, что татары тоже много кушают. Ну, мясо. Как я знаю. Не, мясо, да, мы, конечно, любим. Мясные. Всегда обращаю внимание, что и вот казахи говорят, мы тоже мясные, что они много едят. Ну и Кавказ весь он мясной. Да. Он весь мясной. Сейчас закидываем мясо в воду на шурпу. Что-то жип надо убрать. Ага. Мясо свое, да? Говядина? Это какая-то главная кость? Нет, это просто когда вы сложите, все эти оттуда вот внутри Ага. есть. Воду чуть-чуть надо убрать просто. Воды много. Все, оставляем мясо вариться, сами возвращаемся в дом. Kardeşim babasını. Ne? Onlarda ana bakıyor. Sonra ona da bunu gitara. Тарада? Ona da bunu gitara. Мы сейчас вышли в магазин, собрались. У нас лука не хватает. Какой красивый головной убор. Это мастер по дамбрам, по изготовлению дамбры Нагайского национального Да? инструмента. Да. Он, наверное, на звуки дамры пришел. Все и настраивает, и сам поет. Это Родион, вот это он? Да, Родион Наджи. Он во многих фестивалях участвовал. Вот недавно в Новосибирск ездил. Звезда, да, у вас Да. здесь живет?
видео, да, вот я попозже. Что это вы делаете? Оцениваете или настраиваете? Собираем. А, да? Вот так вот. Пришли с добро и ушли Без- вдвоем. Ну, для меня цель просто инструменты делаю. А мне рассказали, что вы делаете национальные инструменты, настраиваете, поете, да? Я больше делаю, чем настраиваю. А вы тоже нагаец? Да, пытаюсь пока что. Ага. Вы нагаец? Пытаюсь пока что. Очень красиво, очень талантище. Рустам вообще талантище. Лучше поэт играть. Рустам мой товарищ, с которым мы познакомились в Карачаево-Черкесии, конкретно в Домбае. Они мне помогают в съемках, он везде меня отвозит. Низкий тебе за это поклон, спасибо большое. Я говорю, это мой теперь друг. У нас еще один у меня друг есть, Мурат, получается, который познакомил с ним. Вот, спасибо тебе большое. А когда Рустам начал петь, это вообще человек для меня открылся с другой стороны. Талантище, талантище. Карачаевский, нагайский язык, Ушаган, похожи на эти языки? Шайды. Ушайды? Ну, вот, например, сіз нагайтелінде сөйлессеңіз, карачаевец на своем языке, вы друг друга поймете? А, да? Вообще без проблем. А нагайцы, на кого они похожи? Айтай. К кому они ближе? На казахский язык похож? Казахский білмеймін. А, да, значит, на казахский, говорит, не похож, я казахский не знаю. На татарский похож? Вот вы татарский знаете. Новый такой. Похож? Нагайский язык, говорит, на татарский похож. На карачаевский похож. Все тюркские. По-черкесски yok. Черкесский нет, конечно. Вы моя первая семья, с кем я познакомилась с нагайцами. У вас сложилось впечатление, что добрые, улыбчивые, шутите очень много, Кушать не хочу. чуть-чуть с характером, лошадей любите. Очень. Что еще о себе рассказать? Не замужем. Давай мы тебя здесь оставим. Тоқта, подожди. Нет? Сейчас когда вы подойдете. Не торопись, события, Артем убежит сейчас. А девушек у вас здесь много? Нет, подожди, ты начала говорить, что ты не замуж, Да, да. дальше что? А на это, по-моему, все. Семья, родители. Есть мама, папа Сестра, умер, брат. когда мне было 8 лет. Сестра старшая замужем живет в Корее, в Южной. Это судьба, А что, у вас здесь женихов много? Найдем. Какое главное правило нагайской килен? Что она должна уметь? Вот обязательно. Ценить мужа.
ценить мужа? Остальное Татары отвечают, все должна уметь. А нагайцы говорят, мужа ценить. правильно. Все это, это все прикладное. Это все прикладное. Вот моя сестра, вот моя сестра. Все замужем. А как она, ваша сестра, наша По татарка? трое, по 4 детей. Моя мама и Вот. она, они родные сестры. А, там у вас папа татарин был, а Да. у тебя Ногайлар, да? Или Ногай был? Вы Мы двоюродные с ней. Всё. Даже не двоюродные, считай, что родные. Как правильно говорить, нагайцы или ногай? Ну, Откуда у нагайцев любовь к лошадям? Ногай без лошади, как без крылья, как-то говорится, ежели. А, ногай без лошади как без крыльев. Ногай канатсыз из жизни взят. То есть у каждого нагайца обязательно должна быть лошадь. И прям порода нагай, да? Нагай у вас. Ну не то, что порода, говорится нагайская лошадь, а так породу я не знаю, не смогу я сказать, я ничего не знаю про это. А так нагайская. Назвали своей породой, значит нагайская порода. Всё, Нагайская лошадь. моя лошадь. Да. Если у меня будет своя лошадь, я назову татарская лошадь. Какими национальностями тюркоязычными разговаривала? Любым. С казахами. Разговариваю. Понимаете друг друга? Понимаю. Да? Конечно. А с татарами? Конечно. С карачайцами понимаете? Чисто С кыргызами наверняка тоже. Да. С узбеками. А какой язык вам ближе, вот самый близкий, самый родственный язык, народ, как вы думаете? Это только ваше мнение. Самый близкий, наверное, казах. Новая татары, Балкарцы, наверное. Но если балкарцы, это и карачайцы тоже, да? Они похожи, идентичны практически. Хорошая. Так тюркоязычные все почти идентичные. Ну, то есть вы хотите сказать, самый близкий для вас народ, это вот балкарцы по языку, по традициям какой ближе? Они все одинаковые. Да? Что Ну, хочешь еще. сказать? Шашлык, чье блюдо, например? По ситуации. Если мы сегодня Вот. в гостях у армян, значит их шашлык. Шурпа, чье блюдо? Хачам, чье блюдо? По ситуации. Лиц всё по ситуации. кавказской национальности. Да, да, Вот, да. вот так. Я же говорю, если я сегодня в гостях у дагестанцев, шашлык дагестанский. Если я сегодня у вас в гостях, шурпа ваша. А вот меня мен хазыр sizin bilen татарша сөйләшсәм, siz meni аңлыйсыз. Аңлаймын, конечно. Получается, мен спокойно могу sizin bilen татарша сөйләшеп. Я бүген бүтән көн, Нет, шумит. весь көн. А почему тышнама не аңлыйм? Аңлаймын. А sizler тышнама аңлыймы? Аңлаймын, түсінемін, без А, разницы. да? Тышнамын узбеков в основном. Аңлайсың тоже? Да, узбек. Аңлаймын. У нас тоже. Ух, казахов түсінемін. А, получается, спокойно бүгін татарша сөйләшәбез. Мен де сізді аңлыйм. Великий русский язык и остальные мелкие национальности. Сізде атмы, жылқымы? Как у вас лошадь? Ат, жылқы. Жылқы, как у казахов, жылқы. Для начинок на бурек нам нужно мясо. Суган у нас готов. Здесь у нас лук. Также берем творог, сыр домашний. Зелень нужно нарезать мелко, да? Нарезаем зелень для начинок. Тебя точно тогда оставим. Да? Подождите, сначала надо буреки приготовить. Тоқта. Да, тоқта, куда? Тулсаңда кетпесәле. Қарасың уже приспосабливаться. Так, это забирайте. Как ваш парамыш примерно. Да? Сейчас узнаем. Нет. Дом бравил, одна палка 200 рублей. Сыр, творог, зелень. Хорошо перчим, солим, да? На усмотрение каждого, кто хочет какую начиночку, да? Хотите сыра побольше добавьте, хотите творога побольше. Я, наверное, люблю, как сыра побольше, чтобы тянулось. Сейчас давайте нам расскажут рецепт теста для буреков. Мы взяли 2 литра подогретого молока, 2 чайные ложки соли и 1 чайную ложку сахара, да? Пол пачки масла сливочного. У каждого свой рецепт, каждый готовит по своему усмотрению. Мы показываем вам замес на 2 литра молока. 2 чайные ложки соды, сметана. А вы соду сметаной гасите, да? Можно айраном, можно кефиром. Все, добавили сметану. И теперь дрожжи, да? 2 чайные ложки дрожжей.
Я первый раз вижу соду нового дизайна. Мне кажется, она лет 800 не менялась. А это первый раз вижу соду в банке. Два яйца добавили, теперь и муку на глаз будем добавлять, да? Кто возьмет? Чем мягче, тем лучше напиток. Все, теперь замешиваем наше тесто. Теперь у нас тесто будет отдыхать 10-15 минут. Еще слопала свою. Съела, да, сама? Не знаю, или что-то там убила их. Бома и Мэри? Ну, не плачь, нормально. Что, расстроилась, что ли? Ой, расстроился за котят? Да. Ай, маленькая. Давай туда отнесем, поставим. Вместе поставим. Сюда. Здесь уже, посмотрите, Камиля достала свои войлочные ковры. Это подарочный ковер. Это самый настоящий нагайский. Это кто подарил вам? Это с Республики Дагестан, подарили мастера. Сколько лет этому ковру? Ну, примерно больше 50 лет. Да? Пахнет? Ну нет, нет резкого запаха. Чуть-чуть, конечно, колючка, как вот одеяло раньше, а так приятненький на ощупь. Что обозначают эти орнаменты? Эти орнаменты животного происхождения – это рога. Мюс. Да, это мюс, да. Коготь. Вот. Ага. Курицы, коготь курицы. Вот. Куриный лоб. Да, это дувашок. Это у нас получается оберег, да? Это у нас коготь. Это Да. мюс, рога. То есть Раньше, вот, когда наносили орнаменты, они как бы делали ход, рассказывали. Ну, по этим орнаментам можно было прочитать вот, рассказ. каждый уклад ковер, жизни, как да. книга была, по ней Да, можно как было книга. понять историю семьи, да? Это вот растительного тюльпана. Угу. Эти кроличьи уши. Вот это у нас кроличьи ушки. а? Да. Такие Вот это опять коготь тоже. Коготь петуха. Вот. Угу. Вы когда замуж вышли? 22 года. 22 года? Ваш муж думал 26. Да. А вы когда поженились, в каком году? В 2004 году. А в какой месяц? В феврале. А, ну это он хотя бы правильно сказал, вроде зимой. Зимой, да. А у мужа день рождения когда? В мае. Мая? Какого? 15 числа. А у вас? Мне в июне. 21 А, недавно июня. было. 21 июня. У меня еще есть свой ковер, который я сделала. Ну, он репродукция, в общем, настоящего ковра, который хранится в музее в Дагестане. Ничего себе. Вот, я дистанционно взяла эти орнаменты и попробовала сделать Воплотить, да? Ага. у себя вот так. А у вас вообще цех свой есть? Нет. Нет, вы вот просто вот вышла во дворе, говорит, и здесь же все и делаю. Здесь в основном рога, оленьи рога. Это, наверное, вот это, да, рога? Да, присутствуют оленьи рога. Это у нас здесь растительные Да, орнаменты. растительные орнаменты. Растительные орнаменты тоже. Это пуговицы. Это пуговицы на волне пуговицы и растительные эти тюльпанчики маленькие. Авайларымыз, киіз басугман алсқандар. Это получается В давние времена наши прадеды, прабабушки, наши мамы войлок катали. 5 лет назад вы начали изготавливать? Да, больше 5 лет назад начала изготавливать разные изделия из шерсти. И изучая историю нагайского народа, я вот пришла к изготовлению нагайских войлочных ковров. Здесь видите этот? Смотрите, она берет шерсть и выкладывает ее. Да. Как примерно должна быть Будем она. делать зеркальный узор Да. с этого. Вот посмотрите, теперь она своей иглой припечатывает, вкатывает войлок, Шерсть. вкатывает шерсть в ковер. И потом нужно вот это долго-долго делать. А вот это, то есть тоже вот это все вот так постоянно надо долго делать, да? Да. И желательно вот А, собирать края, да? собирать края, да. Вот посмотрите, нужно все края собрать. Вообще, Задумываешься, да? Да, задумываешься, строишь планы, намечаешь себе цели. Вот.
Какие планы строили последний раз? О быстром окончании заочного обучения своего. А вы учитесь? Я являюсь студенткой 4-го курса Краснодарского государственного института культуры по профессии руководства студии декоративно-прикладного творчества. Я буду руководителем, педагогом, вот. Буду обучать детей, взрослых народным ремеслам. И вот до окончания вот института у меня осталось 5 месяцев. О, а вы берса закончите? Во время учебы осваивали очень много ремесел, осваивали вышивку, кружевоплетение, вязание, плетение из лозы. А вы продаете свои ковры? Ну, многие спрашивают, я вот делала на продажу маленькие коврики, нагайцы, которые живут за рубежом, они вот заказывали, я им вот по ихним меркам, по ихним рисункам вот делала разные ковры. Сколько будет стоить вот такой ковер, например? Начинается от 40 тысяч. От 40 тысяч рублей. И сколько времени у вас уйдет, чтобы сделать такой ковер? Где-то полгода. Ну вот сами думайте, да, 40 тысяч рублей, и человек полгода будет каждый день, да, делать. Да, полностью ручная работа. Да. Эта подушка тоже с узором. И сумка, шоперы делаете, да? Шопинг, да. Тоже. И сколько он Я стоит? давно это сделала. Они на выставках ходили у меня. Это, Только вот это не взяла. на продажу уже. Нет, на А выставках. такой за сколько можно купить? Не знаю даже, не продавала еще. Вам дети помогают? Да, конечно, катать. Да? Самое трудное это катание. А муж помогает? Муж, да, помогает. Помогает? Да. Добрым словом Да, или добрым действием? словом, конечно. А у кого дома деньги в семье? У мужа А у вас нету? свекрови нету. Нету? У нагайцев кто главный в семье? Если живы отец, родители, Да. то родители главнее, конечно. Потом? Потом после родителей муж главный. Если вот так сделать, то можно иголку сломать. Его обязательно нужно вот То под есть углом. можно и повредить его. Да, Под углом надо делать, да? Под углом вот так, да. И у них, будьте здоровы. А я наоборот думала ровно. Под углом надо делать, чтобы иголку не сломать вот так. Так, под углом нужно делать. Поняли, да? Это пришивной метод. Сверху войлочного ковра вы пришиваете орнаменты. Орнаменты делаем из шнуровки. Нужно делать шнуровку крючком. Такой метод в основном распространен у мастеров Республики Дагестан. Сегодня мы с вами познакомились с двумя методами, как можно наносить орнаменты на войлочные ковры. Да? Первый вариант это, естественно, дороже, это трудоемкий процесс, но и этот трудоемкий процесс. Да. Вы какое-нибудь изделие уже продали? Сколько заплатили? Самое дорогое изделие? Самое дорогое 20 тысяч, да, я сделала орнамент вкатанным методом, ковер 1,5 на 2. Молоко нету у нас. Надо корову подоить. Да. Иди маме скажи, что подоила. Вы, оказывается, 22 года женаты. Сейчас примерно так же. То ли 23, да. Я не помню, говорю. Я не считаю, не зачем. Честно, я вроде шутка. Как это? Надо считать, сколько Ну, лет вы зачем? счастливо Зачем? живете? Счастье А вам не сколько меряется. лет? Сколько даже? Не знаю. 51. 51. Нормально? А свой возраст знает, свой возраст считает? Была, да? Да. Они выросли, дети. Дочки, сколько? И что, не отдадите? Просто так не отдам, конечно. А как надо, чтобы отдали? Хороший колым перед очередью. Что такое хороший колым? Ну, образно говоря. А что такое? Вот как понять, сколько лошадей? Хорошего человека. А как вы узнаете? Остальное. Через Таныш Белеш, через всех будете узнавать? Она скажет, все. Я говорю, дочка замужем, нет. Ой, мою принцессу, говорит, не отдам, моя принцесса. Конечно. Она сама скажет, папа, я пойду, тогда отдам. То есть вы сами, родители, не будете никого подбирать? Только если по любви, да? вы? Конечно. Достойно. Я так думаю. А сына когда будете женить? Сын хоть сейчас пускай приведет. Вообще нет проблем. Все готово. Вот так, да?
Вот все равно папа молодцы, что дочек так любите, моя принцесса Дипутра, не отдам. А сына Я хочешь? всегда так говорю. Сын с вами будет жить, да? Захочешь? А если скажет, пап, давай мы в город уедем? Бога. Да? Дом есть, отдельный дом есть. А, вы же вообще своего мнения не навязываете, да? Нет, никому? конечно, сами должны. Ну а вы как, хотите, чтобы на старости лет в вашем доме остался сын? Я говорю, хотите на старости лет, но он пока на дочку, вот теперь у меня растет. Вторая принцесса растет. Да. Да, Маля? Это вы в 48 где-то папой стали, да? А жене сколько лет? Где-то на 10 или на 11 лет моложе на меня. Ничего себе. Ну, это первая же жена? Это... Да. Да? Где? Сома? Сколько нагайцев вообще есть? Общая численность нагайцев в мире составляет от 115 тысяч человек до нескольких миллионов. Если учитывать ассимилированные турецкие группы, включая потомков переселенцев Турции, где оценки достигают нескольких миллионов, официальная численность в России по переписи 2021 года 109 тысяч человек. Не сказать, что много. Из 109 тысяч в Дагестане считается 40-44 тысячи, Ставропольский край 22 тысячи. Тетю будем угощать? Будем? Давай ее оставим. Пускай с нами будет. А? Останусь мы с вами. Здесь у нас картошка, морковка, лук, чеснок. Вот такая будет шурпа. Сейчас все это отварится. Сейчас мы делаем брюк. Мясо, одна начинка, и другая начинка с творогом, с сыром. И получились, чтобы красивые бирюки. У нее есть своя удобная форма специально под бюреки. Выкладываем начинку. Шупурт. Шупурт. Да. Опа. И вот так вот у нас получается, ой, идеальный бурек. Я тоже теперь хочу такую штуку. Где купили? Давно купили в Горячеводске. Вообще удобно, да? Для чебуреков, для буреков. Да. Смотрите, как удобно. Мне кажется, сейчас... Создают вам дело? Первый раз вообще вижу. Но есть всякие формы. А это вот я первый раз вижу и удобно. Мне кажется, для чебуреков Да, идеально. это самый нормальный. Да. И у нас вот на Знаете, полках на какая этих красота вот так получается? делают. Все идеально. Чтобы пузырьков не оставалось, Да. когда при жарке она поднимается, набухает и лопается. А я смотрю, вы на своем рабочем месте, да? А, с мамой сижу, да. А вы продаете свои изделия? Когда как, в общем. Ну, продаете. В основном на ремонт приносят, вот, Угу. переделка там. А вы жену по имени называете? Да. У карачаевцев есть, как правильно сказать, такой обычай, они свою жену не называют по имени при людях. Ну, то же самое. Кенчик, Что такое кенчик? невестка. А, килин типа, да? Килин. Кенчик. А, у него невестка называют. Эти тапочки называются, они вот на это вот седло я сам сделал. Это все готово уже, да? Да, Из я войлока. сам краил, сам. И сколько это стоит? Вот. Я не знаю. А вы не продавали, что ли? Не, А, УЗГСГ? знакомые, друзья обращаются. Вот на это вот седло. Ага, очки надеваем. Без бинокля не вариант уже. Вот это вот сюда вот одевается. А, это вот так одевается, да? Так, надо доделать. Угу. Это чтобы лошадь не натирала, не Да, больно чтоб было. спину не натирала Да. лошади, чтобы самому удобно было. А это что такое? Ну, вот сюда вот будет приделываться вот так. Приструги называются. Как называется? Приструги. Приструги. Ну, чтобы Ага. подпруги. Получается, здесь это вот, чтобы лошади спину не натирала, сюда мы цепляем приструги, да? Это к седлу все Да, да, будет да, цепляться. да, да. Сюда еще крышка подниковая пойдет. А сколько стоит вот одно седло готовое? Вот такое, которое вы делаете? От 50 вообще. От 50 тысяч рублей. А не за сколько времени вы сделаете такое седло?
Дня за 4, наверное, за 5. За 4 дня, за 5 дней 50 тысяч заработаете? От 50 тысяч. Да? Ваша жена ковер делать будет полгода и заработает 40 тысяч. У кого какой талант? А у кого дома деньги? У вас или у жены? Она все хозяйка. У жены все, да? А вам дает? Самое самое. Мама меня кормит до сих пор. Я смотрю, здесь даже вот узоры, да? Под каблуком и солнце не пекет, Вы под каблуком? А и под дождь тоже. Хорошо быть под каблуком, Конечно. видите, и солнце не пекет, и дождь не попадает, Да. и град не собьет. Это что за узор? Это казахский вариант, по-моему. Вот мне тоже кажется, на казахское Да, похоже. да, это- Мне кажется, сейчас казахи увидят, скажут, что это наш. А у вас еще здесь мастерская, Вот, да? мне это все там было, сейчас из-за ремонта я сюда вынес. Вот кожа. Такая кожа есть. Вот А где вы такая. кожу закупаете? Половину на магазине, половину, ну больше половины сам выделываю. Вы сами выделываете Вот кожу? оно, вот, да, вот Ого. моя бутылка. А где берете пирна? Бычка порезал, Бычка порезал, из него же вы делаете. яловую корову порезал. Вот тебе и шкура. Такая вот А получается. сапоги никогда не шили? Нет еще. Еще? Но в плане есть, да? Да. В планах. Да, да. Вот до этого не дошло. Вон же у него здесь сколько Тут сёдел. много. Ну, Вот и на ремонт. И вот. смотрите, вообще много. Это все на ремонт. Это со Не всего то, что района ремонт, вам будет, нет. да, кто рядышком? Точнее, я их буду собирать сам. Основание седла вот. Вот это каркас основания, это начало, да? Да, да, вот А полки. сами стругаете это? Сами? Нет. Это заготовки беру и переделываю. Ага. Основная реставрация, переделкой занимаюсь. Ну, правда, руки у вас золотые, если вы все это делаете. Вот так кожу растягиваем. Вы меня когда-нибудь позовите на полный процесс, давайте мне сумку сделаем. А Ну, дорого да. будет стоить сумка? Рублей 6. Нормально. За натуральную сумку 6 я вообще спокойно. Вот они вот такие. Вот это А мне красивую какую-нибудь сделаем? Какой-нибудь крутой бренд возьмем и копию сделаем. можно. Можно, да? Без проблем. Мясо сварилось, картофель сварился, да? Да. И теперь мы все мясо Уже сейчас пойдем жарить пирожки. Да. И пирожки берег. Бор. Ой. Все, шурпа у нас пеште. Сейчас мы все это уже встречаемся за столом. Теперь то же самое мы делаем бюреки с мясом. С мясом. Да. Начинку вы видели. Лук вы потушили, да? Лук потушили, чтобы он не хрустел у нас. Можно Нет, через мироpriон- чтобы так народная была масса. Анау біреуін қатламайды. Қатламайды, етіп салай ма, қарай ма, не қылмайды. Цыганичек хатлама делается. Это- Покажите, қалай Вот хатлама. так вот Ага. делаешь, вот так и защемляешь вот здесь, потом крутишь. У нее так, у меня вот так. Вот так. Вот восьмеркой. Хатлама это у нас пустышка будет, а сверху сахаром посыпаешь, да? Йог. А если это просто Нет, пустышка? вот так. Если с сахаром делаешь, Да. ну, сладкую, Да. тогда можно. А это же мы наберем. сделаем. Нужно распределить. Шығарма. Чтобы неге. прожарить. Да, сильно не это самое. Вот так прицепляют опять. И все. И сейчас мы будем так все делать. Hayırlı olsun. Масло.
А почему у вас во дворе два дома раздельно? Ну вот один дом вот стоит. Вот я вижу второй дом здесь. Так захотел, так и поставил. А, в смысле, хочу 4 дома наворочу, да? Конечно. Раньше, когда юрты были на Нагайцах, именно отдельная юрта была для молодоженов. И у них специальный флаг был наверху. Кто за стол садится? Мы. Только мужчины? Конечно. вас- Можешь здесь постоять. Хорошо. У вас, Для украшения. у вас у нагайцев за столом сидят сначала мужчины, правильно я понимаю? И только потом женщины за стол. Да. А вы вместе сидите с женщинами? Нет, конечно. С мамой могу. А с женой со своей, когда никого нет? Пахасына? Мен de самын taşı birovi. Paha kaysınlar nerede? Biberimizi pahalı. Все, Бульон, бульон пробуй. Все. Машаллах, очень вкусно. Что, Паша? Соль, меру, все четко. Ты так вкусно приготовил эту шурпу. Тебе, наверное, мои сестры помогали. Ой, спасибо большое. Все сама, все сама. Тебе, наверное, мои сестры помогали, да? Нет, вы Сама, да? камера свидетель, все сама. Тесто как месила, покажи. Тесто вот так, ох. Так делала? Молоко добавляла. Так делала? Обязательно? Она большая сила. Это я люблю. Мне не надо, я не хочу. Зеленый плиточный чай, калмыцкий чай называется. Его варишь, цедишь и сметана, домашняя сметана. Со сметаной. И черный перец. Будем пробовать. Смотрите, здесь также из Боева, как Амиля сделала юрту. Узыгыз, да, я садалась? Да, это сколько я лет назад? Очень много. Вот. 3-4 года назад вот сделала тоже. Одну юрту я делала и отдала в музей Дагестан. Село Каясула есть. Я по всей улице хожу, ищу дамбриста. Он здесь живет. Здравствуйте еще раз, Родион, ассаламу алейкум. Халайсис. Замечательно. Меня зовут С Эльвира. краю я никого не знаю, ничего не знаю. Еще раз познакомимся. Это у нас дамбрист. Пускайте нас в дом. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Меня зовут Эльвира. Рада познакомиться. Как? Альбина. Альбина, какое имя у вас красивое. Ну и сама красотка. Мы сразу идем к дамбристу в сердце, в душу, в его цех. Сколько вам лет, Родион? 37. Как давно вы домрами занимаетесь? Где-то с 16-17 года. Ну, не так давно, это 10 лет, плюс-минус. Вообще не так давно. Откуда появилась любовь к дереву, к домрам? К нам приехал один мастер из Казахстана. Его пригласили как режиссера в театр. Я к нему часто ходил просто в гости посидеть. Вы служили в театре? До сих пор. Слушайте, по сей день. Да. Вы И актер. актер театра, кино, это самое. Еще есть свои постановки, тоже 4 спектакля поставил, детские сказки. Вот, со студентами работал. Получается, вы и режиссер, и руки золотые, и домры делаете, и кино ставите. Нет, кино я играю просто как актер. И Как еще и актер. актер. Домбран. Это чей национальный инструмент? Ну, почти у всех тюрков есть. Угу, то есть мы не можем сказать, что это То есть- только ваш, или только казахский, или кыргызский. Да, Это общий. Да, да. То есть здесь, конечно, у всех есть какие-то свои особенности, свои какие-то нюансы. У казахов, например, тоже 2 струны. И у Одна нагайской- палка, 2 струна. Да, да. И нагайская домбра тоже 2-струнная. У киргизов точно не помню, но у них, по-моему, 3-струнная встречается. У калмыков точно знаю, что 3-струнная есть. У бурятов есть тоже
но у них он по-другому чуть называется, но что-то похожее. Вчера немножко такой ЧП случилось, Какое? пружина отклеилась. А, Вот это деревяшка что? Это отклеилась. что такое? Это вот от него корпус. А, да? А сколько стоит одна домбра? Я делаю где-то в районе от 20. О, От а 20 сколько дней до на одну 90. домбру надо? Около месяца. Месяц? Ну, если так спокойно, размеренно делать месяц, если прям плотно с утра до вечера каждый день заниматься этим, то где-то можно за неделю собрать. Когда домбра не собрана, она вот так похожа на огромную ложку, да? Да, да. Это личная домбра или что? Это наши личные экспериментальные такие варианты. А почему они какие-то плоские? Вот потому что это мои личные экспериментальные варианты, чисто на эстраду. И как получился эксперимент? Удался? Ну, уже сколько фестивалей мы объездили? Ну, 3 фестиваля таких. А вы тоже, серьезных. что ли, играете? Да. Да? Это тоже ваше? Ну, мы меняемся. Вы муж и жена, вы вдвоем играете. У нас ансамбль получается. Ну, как. Билет я, конечно, не купила в ваш театр, но дайте хоть одним глазком послушать. Я сейчас вижу, как на вас домбра, да, и мне кажется, что она не выпуклая, и вам очень удобно вот здесь Вот ее держать. поэтому я ее сделал Да? плоской, да. И вот прям видно, что соприкасаться удобно. Ну да. У нее также, видите, она вот, и удобно ей держать ее. Это вот эти два инструмента как раз сделаны для вот фестиваля традиций. Вот этот я раньше сделал, а вот этот собирал прямо перед традицией, буквально за 2 недели я его Когда вы замуж быстро. вышли? Во сколько лет? 19. 6 лет вы уже вместе, да? Ну да. Какой вы самый первый подарок сделали? Из дерева? Нет. Нет, да, из дерева. Да, правда? Начнем. А, да. А вот вы что ли начали? Это вот мы первый раз мы к нему в гости пришли с его сестрой. До С его знакомства сестрой, еще, да, да. дружу. До Вот знакомства. она и мне тоже сестрой приходится. Мы пришли к нему в гости, и у него вот стояли эти ночники. И он нам подарил один ей, один мне подарил. Первый подарок из дерева своими руками сделал, да? Очаровательно. А потом уже, видите, на серьезное перешел, домбры начал делать. Это уже и в мыслях не было, что как-то поженимся и все такое. То есть, ну, тогда даже не думали об этом. Первую домбру когда подарил? Пока еще не подарил. Подарил, но я от нее этот самый. Отказалась, что ли? Да. Не приняла подарок. Почему? Ну, звук, еще мы ее продали, и чуть-чуть звук мне не нравился, честно говоря. Вот. Я немного другого материала хотела. Когда будет следующая попытка подарка? Чуть меньше, когда заказов, наверное, будет. А, пока муж деньги колотит, да? Да, да. Самая популярная песня, которую мы играем. Песня написана в 15 веке таким поэтом, как Шалкиз Талишов, это нагайский поэт. Это нагайская который песня? писал, да, нагайская песня. А музыку написал, к сожалению, его живых нету, Альби Романов. Но вариация именно такая, немножко такая рок-н-ролльская, короче. Это Арсланбек Султанбеков ее так, ну, по-своему тоже играл. Когда вы замуж пришли, муж вам песни пел?
А перед этим, когда добивался сердца, песни пел? Ну да, тоже Да? вместе играли. Прям добивались ее сердца, получается, да? И Ну, своими руками подарки, и песни. Потрясающий дуэт у вас. Красивая пара, у вас просто очаровательная супруга. Очень красиво играете, красиво поете. Почему Рахмет говорите? Потому что у вас говорят так. Да, а у вас Саубул. У нас и Саубул говорит, и Рахмет тоже А тоже говорят, Рахмет но употребляется? Рахмет не так сильно популярный, как Саубул. А вы тоже нагайка. А мне знаете, что интересно? Вот нагайцы выглядят вот так, как вы. Они смуглые, они темные. Правильно я понимаю? Это самый спорный вопрос, потому что, если так посмотреть, Ногайская Орда, которая вот как, именно как государство когда была, это была как сегодня Россия, допустим, да, та же самая Америка. Если сказать словами Расула Гамзатова, да, в Дагестане я аварец, Уважаю Расула. в Москве я дагестанец, а за границей России, говорит, я русский. То есть, в принципе, если так посмотреть, то есть мы в Оренбурге были, да, там девушка даже одна не знала, как сказать, а вы, говорит, Карачаево-Черкес? Я говорю, нет такой национальности. Я говорю, есть, говорю, карачаевцы отдельно, есть, говорю, отдельно черкесы. Есть еще, говорю, нагайцы, есть еще, говорю, абазины. Много национальностей в Ногайской Орде, то есть, ну, как нашим сегодняшним понятием, да, и у всех были разные лица, то есть разные лики. Нельзя сказать, что вот конкретно вот такой типаж, вот это вот типа нагайцы, да, то есть, ну, это ошибочное мнение. Супруга тоже, да, большие темные глаза, сама темненькая. Я тоже думала, что нагайцы это вот круглолицые, монголовидные. А оказывается, нет. Мы же, вот мы с ней похожи, да, черноглазые, большие глаза. А вы какой нагай? Мы кубанские нагайцы. Вы Здесь ага. именно кубанские нагайцы, да. И Здесь вы вот тоже кубанская нагайка считаетесь? есть еще аул в сторону Ставрополя, если ехать, получается, аул Карамурзинский. Что должна уметь нагайская киленка, когда приходит в дом? Я даже не знаю. Разговаривать на родном языке. Очень веский аргумент. У всех свои требования, у всех свои какие-то, да, у каждого мужчины, у каждого там главы семьи есть свои какие-то требования. Мне, например, не важно было, умеет она готовить, не умеет она там корову доить или нет, там, допустим, да. Мне, например, не важно Главное, было. чтобы на доме умела. И это тоже, да. У кого дома деньги? А у жены есть деньги? Есть У нас меня свои раздельный деньги. бюджет. Раздельный бюджет? Он не говорит, давай в общий бюджет? Нет. Нет? Все деньги у вас, которые вы зарабатываете, себе отдельно? Мои, у меня, Да. у него. А тратите вы свои или его? И свои, и его, да. Это хорошо. Ну вот, Когда уже сейчас день рождения? 7 октября. Когда Есть- вы поженились? У нас 3 дня. Официально в ЗАГСе. Официально в ЗАГСе 31 октября. Какой год? 2020. Машаллах, какой молодец. Я так скажу. 14 октября у нас была инсценированная кража. 16 октября у нас был никях. 18 октября самая непосредственная свадьба была, ну, празднование. А 31 октября уже по необходимости Вы нужно было украли? сделать ЗАГС. Украли себе невесту? Ну да, конечно. А смотрите, перед тем, как украли, вы с ней договорились? Нет, конечно. А кто будет договариваться об этом? Кто уступчивый, кто первый отходит? Кто первый идет мириться? По-разному. Видно, бывает, я там уже от ситуации зависит. Я рада с вами была познакомиться. Вы невероятно красиво играете. Благодарю. Спасибо вам большое. Чтобы вас много заказывали дамбры, чтобы вы стали самым известным дамбристом, самым известным хунармантом. Или как у вас называется хунармант? Уста. Уста. Чтобы вы стали самым известным уста во всем, не только регионе, районе, мы во всей России. Чтобы все заказы были через вас. Ага. Страшно. Но только, Это уже страшно. только жене сделайте дамбру, которую она хочет, ладно? Ну, как захочет, так и сделаем. Она хочет, говорит, видите, заказы, пока деньги Не, колотит. Какую захочет, такую потихонечку будем делать. Спасибо, рада была с вами познакомиться. Невероятное звучание. Вам тоже большое спасибо. Ну, вообще, очаровашка, очаровашка. Так, ну что, друзья мои, мы присели за стол, сейчас будем угощаться. У нас здесь, посмотрите, шурпа. Огромное-огромное количество мяса, бульон и картофель. С чем у нас здесь буряки? С чего первое надо начинать стол? Что надо первое пробовать? Шурпу? А то потом буряки? Да. И обратите внимание, какие хашики подают здесь, ложки деревянные. Это всегда так подаете? Да, всегда. Да? Приятного аппетита. Ой, какая вкусная. Шурпа на углях, когда свое домашнее мясо, все свое домашнее, это очень вкусно. Посмотрите, мясо какое нежное. Сразу на волокна распадается.
Мясо вкусное. Да? Аша деп қыстайтарымыз сотты. Вообще. Татлы. Аша. Ой, вообще шурпа, даже кашек не нужен, вот так надо. Мясо какое вкусное. Мясо? Я думаю, бурек с тузлуком. Вот так? Да. У вас так не кушают, да? Ну, я сама по себе чеснок люблю. Я готова его везде добавлять, хоть в пирожное. А вот у меня с сыром. Я прям угадала. Сколько начинки у нас? О. Это о. Можно жить. Это нужно жить. Так что заезжайте тоже в гости. Я вам слеплю. Қонаққа келе тұрмыз бізге. Сау был, сау был. Всегда Спасибо большое. готовый стол. Спасибо огромное. Тесто вообще шикарное. Я буду всегда такое тесто делать. Хорошо. Оно или пирожки, наверное, вкусно будет? Да. Угу. Это мы едим с вами буреки. То есть у нас же чебуреки, а вы просто че убрали и буреки оставили. Наверное. Да. Татарларда бәрәмәтчә. Чебурек та татарларда. Олардықы бәрәмәт. Угу. А бізді міне бұл. Угу. Телевизорда көрсетсе татарлардың асы татар каналды көп қараймын. Хадиза. Харысы да татар каналы. Мен татар каналы көп. Постоянно мы смотрим. Постоянно. Берем мясо. Олардың Вот этот сөздері, жир. Это я вообще люблю. олардың нелері күтіріп қайтып айтайын. Бек жұмсақ сөйлейді. Без юмша, да. Бек әрі Макаем в тузлук. Мамаран. Қойдың ба? Марика. И кладем куда? Туда. Лишний болмас. Аша. Бумаг. Вот так делаем тузлук. Можно и туда. Есть, которые туда добавляют именно шорты. Тоже так. А вы что не едите? Ну, я наблюдаю, как вы рассказываете. Интересно. Забыли, да? Это очень-очень-очень вкусно. Салбол, спасибо большое, очень рада познакомиться. Я говорю, это моя первая нагайская семья, перемешана с татарами. Татары уж везде. Это вот нас улюс. Да, это моя доля в дорогу. Мне спасибо большое. Со всеми была рада познакомиться. Хозяин дома. До свидания. Рада познакомиться, пускай все будет хорошо. Деньги будут заезжать. Сумку сделаем. Когда у меня деньги будут, сумку мне сделаем. Ладно? До свидания. До свидания. Да ладно. До свидания. До свидания. До свидания. Со всеми рада познакомиться. До свидания еще раз. До свидания. Все, до скорых встреч. Приезжайте еще. Обязательно подпишитесь на мой канал. Вы тоже подпишитесь, лайки поставьте. Хорошие слова напишите мне и им всем. Только в путь. Ну что, друзья мои, на этой прекрасной минуте мы с вами заканчиваем просмотр этого видео. Сегодня у нас с вами был очень насыщенный, интересный, замечательный день. Мы с вами познакомились с нагайцами. Для меня это была первая семья. Для многих тоже, думаю, это было что-то интересное, новое. Помните, что вы у меня самые лучшие. Я каждого из вас что делаю, вы знаете. Все, а вот теперь пока-пока. Эльвира, у нас у нагайцев пусто не уходят никогда. А я не пусто, я с буреками ушла. Нет, это память о нас. Спасибо большое, еще и подарочек мне подарили. На радость носи. Спасибо, ой, какой красивый. Сейчас домой приду, распакую обязательно. Саубол. Пока-пока.